Привет, с вами Алена, и сегодня сделаем наращивание на сломанный мизинчик. Ну и здесь на большой тоже донарастил, но это все опустим. В общем, сделаем вот такой красивенький маникюр, но мизинчик у нас с небольшим сюрпризом. Как видите, сам пальчик, мягко говоря, кривоват, и это не следствие травмы какой-нибудь страшной, это просто, генетически наследованная штука. То есть, говорит, у папы было так же. Но это совершенно не приговор, и можно сделать так, что вообще никто этого не заметит. Мы все знаем, что у клиентов разные пальцы бывают. Чаще всего, конечно, это бывает первый, точнее, указательный и средний пальцы, да, кривятся, например, когда ручку в школе держали. Но в нашем случае вот это состояние пальчика действительно наследовано генетически. Не беда. Самое главное, нам здесь правильно подставить шаблон. Мы будем наращивать на нижние формы, на бумажные шаблоны. Всем известный стандартный способ. И главное просто верно задать направление. И так как ногти у нас длинные, они нам визуально удлиняют наши пальчики, будет все совершенно незаметно, потому что если не акцентировать на этом внимание, как я сделала сейчас, то в принципе никто и не узнает, и никто страдать не будет. Хотя я знаю, что моя клиентка и до этого совершенно не страдала никакими комплексами на почве этого, но я решила показать, так как она сломала мизинчик, и я говорю, давай мы с тобой покажем, что можно, в принципе, нарастить так, что никто никогда и не узнает. А еще, когда слишком усердно обрабатываешь кутикулу на камеру, всегда порежешь палец. Это просто какое-то проклятие для меня. Все остальные сделала идеально, без каких-либо проблем, а мизинец я все-таки решила замучить. Но, кстати говоря, работаю своими любимыми фрезами от Magic Beats. Я обожаю желтую насечку, просто, я не знаю, это прям моя любовь, особенно для шлифовки, либо для тонкой кутикулы. В общем, палец пострадал, но совсем немного, я думаю, это видно. А дальше мы будем использовать продукцию от Amimi. У меня есть от них базы, твердые гели, полигели и даже гель-лаки. Но сегодня мы нарастим гелем на стандартные нижние формы. В общем, здесь самое главное поставить шаблон таким образом, чтобы направление ногтя смотрело в ту же сторону, что и остальные ноготочки, и тогда совершенно не будет ощущения того, что пальчик растет в какую-то не ту сторону. Потому что в итоге все внимание будет на сами ногти, а не на пальчики и фаланги. Мы подставили форму, поставили ее на миндаль, хотя, наверное, это не миндаль и не стилет, в общем, какая-то непонятная такая форма, которая нам просто нравится, нами с ней выверенная. Делаем тонкую подложку, просушиваем, обязательно сверяемся по длине, хотя я тоже знаю, что всегда наращиваю чуть длиннее, чем нужно, если вопрос стоит именно в донаращивании. После того, как гель немного полимеризовался, конечно же, поджимаем его, пока он тепленький, и дальше выкладываем гель. Нам необходимо выложить гель таким образом, чтобы, если есть выемка, когда смотришь в профиль, чтобы ее перекрыть. Потому что полное окончательное выравнивание на вверх поставленную форму, то есть на вверх растущий ноготь сделать неудобно. А мы делаем именно так, чтобы ноготочек был пряменький, а не вниз растущий. В общем, доложили пустое место, все это обезжирили, и сейчас сделаем опил. После этого мы сделаем легкое довыравнивание и уже пилить больше не будем. Эта техника называется безопильной, когда ты опиливаешь только подложку. Мне здесь помогает также твердосплавная фреза маленькая, которую я пилила, она тоже от Magic Beats. Классная фреза, вообще не забивается гелем, прям кайф. Особенно изнутри выпиливать самое то, что нужно. И дальше я беру также гель, которым я укрепила до этого все ноготочки, и достраиваю апекс там, где мне его не хватает, чтобы все ногти смотрелись одинаково. Но сразу хочу сказать, как правило, когда у клиента натуральные ногти, и он сломал только пару пальчиков, все равно профессионал отличит, какие нарощенные, и не только по взгляду изнутри, а все-таки по архитектуре они будут чуть отличаться, потому что свои натуральные ногти в данном случае немного подклевывают, но это такое незначительное подклевывание, что нет смысла его исправлять, да нам и так все в принципе нравится. Ведь если клиента устраивает, не нужно биться головой в стену и пытаться соблюдать какие-то супер идеалы. Главное, чтобы человек был доволен. Дальше мы наносим белый цвет. Я наношу его в своей любимой технике. У меня синтетическая, упругая, плоская кисточка, которую я создаю контур цвета вдоль линии кутикулы и боковых. Дальше тонкой кистью помогаю распределить гель-лак и все это дело отправляю на просушку. Белый от Amimi укладывается в два тонких слоя.
белый без синего подтона, просто чисто белый цвет. Выровняли, нанесли, и после этого мы, значит, решили, что у нас будет белый с золотом. Сначала думали сделать фольгу, потом вспомнили, что есть поталь, и я решила распределить кусочки поталя. Вот сейчас наношу второй цвет, и поталь будем крепить на липкий слой. Если же у вас липкого слоя от гель-лака недостаточно, его не хватает, то тогда можно просто пройтись бескислотным праймером с остаточной липкостью и крепить на него как поталь, так и слайдеры. Эффект будет абсолютно такой же, потому что некоторые гель-лаки после пересушивания в лампе или просто после просушки не имеют достаточно липкости. И, к сожалению, у меня здесь почему-то пошла расфокусировка. Я когда монтировала, даже расстроилась. Но в общем и целом, я думаю, понятно, как это делается. Прихлопывается это сухой кисточкой, либо можно, если у вас пальчик чистенький, то есть обезжирить его и прихлопнуть все это дело пальчиком, проверить, что ничего нигде не торчит. И дальше просто стандартно перекрываем топом. Если же у вашего клиента не очень хорошо носится поталь, можно пройтись тонким слоем базы. Эффект будет точно такой же, и дальше просто выравниваем топом. Я взяла просто топ без липкого слоя, все это распределила, выровняла и отправила на просушку. Ну а дальше у нас будет в этом же стиле, в этой же технике дизайн на другие пальчики, но он будет немного отличаться. Не забываем промазывать, кстати говоря, топом все вдоль линии кутикулы и бока, потому что я знаю, что многие этот процесс не показывают. Я часто пользуюсь тонкой кисточкой, все дорабатываю. Ну а теперь я как раз таки нанесла праймер, потому что у меня липкости уже не было там на геле. Нанесла праймер, подождала буквально 30 секунд, у меня образовалась необходимая липкость. Дальше крепим поталь и прихлопываем ее кисточкой. У меня обычная синтетическая плоская кисть, которой я базу наношу, или гель. Ну, в общем, любая, которая вам нравится. И опять-таки, я уже говорила, что можно сделать это пальчиком. После чего я топом без липкого слоя прохожусь только по потале, просто вот так вот в один прием и отправляю на просушку, потому что сейчас мы будем рисовать белым гель-лаком полосочку и заполнять край ногтя, и на случай, если я промахнусь и мне нужно будет что-то поправить, тогда я буду стирать белый цвет, и для этого я и перекрыла поталь перекрыла предварительно, потому что если вы, например, не перекроете поталь, во-первых, она будет создавать вам неровности, и вы не сможете гель-лак распределить так, как вам нужно, во-вторых, если все-таки будет косячок, то вы не сможете обезжирить, и вам придется снова всю поталь выкладывать. В общем, это такая мера перестраховки. Я сначала хотела у каждого ногтя по бокам закрасить белым, чтобы в серединке осталось просто золотишко. И, в принципе, так можно сделать, это классно, или блестки там в середину. Но в процессе мы так присмотрелись и подумали, что, в общем-то, смотрится это неплохо. То есть, если соединить два пальчика, средний и безымянный, получится такой прикольный эффект, как по половинке ногтя. Ну, а на другие пальчики мы нанесем вот такой крутой гель-лак, по-моему, там 103 номер был, если ничего не путаю, который, естественно, тоже решил быть в расфокусе. Почему-то у меня телефон фокусировался на перчатке в этот день. В общем, нанесли гель-лак с эффектом опала, всем известного. Он такой плотный, там очень много блесток, поэтому, в принципе, нанесла его в один слой и даже немножечко подвыровняла. Была такая техническая возможность. Просушила, обезжирила и сверху белым гель-лаком нарисовала вот такие, даже не знаю, кто это. Ну, в общем, сначала думали полосочки, а потом модернизировали вот в такую забавную форму. Ну, в общем, все это играет на удлинение и визуальное вытягивание ногтевой пластины. И я считаю, что получилось очень-очень красиво. И обратите внимание, что недостатки мизинцев просто незаметны, кроме того, что я там что-то немножко лишнего отрезала. Ну, я тоже не совершенство. Всем пока-пока!